Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале GIGOS TV. В этом выпуске вы узнаете, как менялась цена на золото за последние 30 лет, какие экономические и геополитические события повлияли на стоимость драгоценного металла, чего ожидать от золота в дальнейшем. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. В 1994 году цена золота колебалась в районе $385. В этом году, спустя 30 лет, стоимость унции драгоценного металла едва не достигла отметки в $2500. И этот показатель самый высокий в истории. Давайте посмотрим вместе, как менялась цена на золото в течение 3 последних десятилетий. 1994-1999 годы. За последние 5 лет 20 века цена на золото была относительно стабильной, хотя и продемонстрировала небольшое снижение. 26 августа 1999 года стоимость драгоценного металла достигла самого низкого уровня за 30 лет – около $252 за унцию. Подобное снижение было вызвано экономическими условиями, побуждавшими центральные банки продавать свои золотые запасы. 2000-2005 годы. Цены на золото начали стремительно расти. Причина – трагедия 11 сентября 2001 года и последующие конфликты в Афганистане и Ираке, вызвавшие глобальную неопределенность. Также на это время пришлось событие, известное как пузырь доткомов. Экономическая и геополитическая напряженность привела к росту цен на золото с $280 за унцию в 2000 году до более чем $500 к концу 2005 года. 2006-2011 годы. Великая рецессия. Мировой экономический кризис вызвал значительный рост цен на драгоценный металл. Во время рецессии частные инвесторы искали безопасные активы, останавливая свой выбор, конечно же, на золоте. Равно как и центральные банки разных стран. Кстати, о том, почему центробанки считают золото надежным активом, вы можете узнать в видео по подсказке сверху. Уже 5 сентября 2011 года стоимость благородного металла достигла рекордного на тот момент максимума в более чем $1901 за унцию. 2012-2015 годы. Посткризисное восстановление. В эти года интерес инвесторов к благородному металлу значительно снизился. После пика в 2011 году цена на золото стала опускаться и 2 декабря 2015 года достигла минимума в этом периоде – около $1053 за унцию. Произошло это на фоне укрепления доллара в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. 2016-2019 годы. Возрождение. Цены на золото снова начали расти, достигнув $1517 за унцию к концу 2019 года. Этому способствовали экономическая нестабильность в Китае и выход Великобритании из Европейского Союза. Инвесторы по-прежнему искали надежные активы в условиях неопределенности, поэтому выбирали золото. Спрос повышался, а вместе с ним росла и цена. 2020 год. Сегодня промежуток времени, начавшийся в 2020 году и продолжающийся по сей день, самый активный период роста цен на благородный металл за последние 30 лет. За неполные 4 года стоимость унции золота увеличилась более чем на 60%. Причин множество. Пандемия COVID-19 и последующая рецессия, различные банковские кризисы, высокие процентные ставки в ряде стран, падающий курс доллара, геополитические конфликты. Эти события существенно увеличили спрос на золото среди частных инвесторов, а также центральных банков. К слову, ранее мы уже рассказывали о 4 основных факторах, повлиявших на эволюцию рынка золота за последние 30 лет. Подробнее о них вы можете узнать, нажав на видео в верхнем углу экрана.
Как поведет себя золото в ближайшие 30 лет? Интересный факт. Если цена золота продолжит расти с той же динамикой, что и за последние 30 лет, то к 2054 году унция благородного металла будет стоить более 14 тысяч долларов. Это предположение может показаться чересчур оптимистичным, однако 30 лет назад мало кто думал, что стоимость унции вырастет более чем в 6 раз. Тем не менее, со стопроцентной уверенностью можно заявить одно: долгосрочные инвестиции в золото всегда разумный и оправданный шаг. Вы смотрели новости о золоте на канале GIGOS TV. Не забудьте подписаться, поставить лайк, чтобы не пропустить следующие видео. Скоро мы вернемся с новым и полезным контентом. До новых встреч!